Меня зовут Андрей, я программист. Скорее, программистом может стать умеренно ленивый человек, которому лень делать однообразную работу, и он ее захочет автоматизировать. Поэтому, наверное, не каждый. Я учился программированию в универе и дома за ноутом. Вот, собственно, и весь секрет. Вот. Можно на сайтах специализированных с обучалками, можно на курсы пойти. Ой, я думаю, это гиблый номер. Проще сказать, что ты бездельник и сидишь целый день и ничего не делаешь. Потому что для бабушки человек, который работает, он работает на заводе, а вы за компьютером, вы бездельники. Деливери, закончить работу. Вот это самая большая радость. Их много маленьких, а вот прям такой глобальной, наверное, не могу отметить. Самая большая сложность — это люди. С кодом все просто, а вот с этими кожаными мешками всегда все сложно. Я, собственно, начал учить в универе, потом пошел на курсы в одну известную белорусскую компанию, не будем ее пиарить. Там довольно долго работал, и, собственно, вот и карьерный путь мой. В универе было не очень много альтернатив. Сначала учил C++, потом Java. Вот. Курсы, на которые я шел, это было тоже Java, потому что я ее просто знал, и все. Удобный, хороший язык, вот и все. Ничем не лучше и не хуже, чем языки конкуренты. Просто вот я его учил. Не было выбора, скорее. Ох, интересно. Ожидание — это скорее хочется поменять мир, хочется все автоматизировать, написать что-то глобальное, а в реальности это много общения с людьми, ты делаешь какую-то конкретную узкую задачу и зачастую даже не видишь глобального результата своей работы. Да, приходилось. Самая глупая ошибка — это скорее писать в пятницу вечером. Там уже все будет большой ошибкой. Нет, потому что работа программиста — это не только создание нового кода, а мы, собственно, чужой код используем. 90% того, что мы делаем, это просто вызываем чужой код. Так что это не является каким-то наказанием. Придирки к заказчикам в следующий спринт сделаем. Не вопрос. Да у меня сейчас команда мечты. Ребята, привет. Я бы, может, себе на прошлое бы советы дал, но так не работает. Нет, меньше бездельничать, больше уделять времени чему-то важному, отдыхать больше. Попробовать много разных фреймворков, возможно, даже языков, расширить кругозор, не зацикливаться в чем-то одном. У меня под рукой кружка с чаем, болт и тетрадка. Болт мне подарили, когда я переезжал из одного офиса в другой. Чай вкусно, в тетрадку я что-нибудь записываю, потому что ни один из эксельников и трекеров времени для меня не сравнится с обычной тетрадкой и ручкой. Мне удобнее записывать свои дела на бумаге. Кодекс братана, Евгений Онегин и чему меня научили 1000 часов на орбите. Вставим ссылочки в описании. Это Stack Overflow, Google. Что еще я использую? Google найдет все полезные ресурсы, которые вам необходимы. Вот, собственно, и все.
Ребята, убил бы за этот вопрос. Наверное, если вы задаете такой вопрос, вы или жестко троллите программиста, или вам нужно сделать реально сайт, а денег нет, и вы в этом ничего не понимаете. Вот. Если ситуация вторая, то воспользуйтесь конструктором сайтов, и за пару вечеров под бокальчик чая вы можете сделать неплохой сайт. Пропиарим человека, ламинат по-братски недорого продал. Ну вот этот сайт сделан на конструкторе сторонка by. И вот зайдите, посмотрите, сходу вы не определите, что он сделан на конструкторе на коленке, но как бы сайт работает, да и вам это, собственно, и не надо знать. Поэтому конструктор сайтов и вперед. Можно сделать практически бесплатно. Программисты, в принципе, по своей сути работают и на выходных, и на овертайм, потому что, когда заканчивается твой рабочий день, ты начинаешь учить что-то новое, то, что ты не используешь на проекте. Иначе ты через там, буквально полгода вообще станешь неактуальным. Можешь искать новую работу. Java — это не JavaScript и даже не близко. Вот есть у нас в описании канала, посмотрите, FrontSpot и DesignSpot канала. Вот там ребята рассказывают про JavaScript. У нас на канале Java. Если так вкратце для дилетантов, Java — это язык серверный, JavaScript клиентский. То, что у вас работает в браузере, это JavaScript, а то, что работает где-то далеко-далеко, это Java. Вязаный свитер у меня есть, крошки в бороде. Сейчас нет, иногда бывают. Смузи не пью. Вот говорят, те, кто на JavaScript пишет, те пьют. Ну так не сидите, можно стоять за компьютером весь день, можно там одеть наушники и на митинге гулять там, вон, на улице. Я скорее чайник починю, чем интернет подключу. Немного другой у меня профиль. Скорее да. Я еще из того поколения, где телевизоры были такие большие коробки там с крутелками. Ну да, вполне себе могу. И чайник заодно починить. Ребята, контакт взламываете вы сами. Все методы взлома основаны на том, что вы где-то оставили свой пароль, не вылогинились или и так далее. Все уже там прям основные известные дыры были закрыты давным-давно, так что все взломанные контакты — это ваша беспечность. Хорошим не сможешь, и вообще программистом вряд ли, потому что вся документация появляется сначала на английском, на русском появляется тогда, когда она уже не очень актуальна. И код, он, в принципе, на английском пишется. Ну, его, конечно, можно даже русскую раскладку включить и по-русски писать, но так обычно не делают. Так что начинайте учить английский. Без английского не прокатит. Я нет. На работе есть люди, которые переустановят и Windows, и Linux, и macOS. Я лучше позвоню тому, кто это умеет хорошо делать. Я сейчас кода пишу, ну, вообще нисколько в день. Я скорее пишу после работы в качестве развлекухи, а вот моя личная работа сейчас — это договориться с заказчиком и объяснить команде, что им надо делать. А так на самом деле кода пишется не так уж и много. Если вы думаете, что там какие-то 1000 строк кода, то нет, обычно в среднем это где-то, ну, может быть, строк 50 в день пишет программист кода. Основное время он думает, читает, изучает что-то. Так что это не печатная машинка, которая пишет там гигабайты кода. Вы можете очень медленно печатать и быть при этом хорошим программистом. Вот мой обычный день немножко отличается от рабочего дня программиста, потому что я уже не совсем программист. Я уже говорил, что я
не пишу код и больше общаюсь с заказчиком, объясняю команде, что надо делать, поэтому обычный рабочий день — это митинг с заказчиком, потом митинг с командой, так несколько раз, потом пообедать можно. И, собственно, снова митинги, митинги, митинги. Программист разговорного жанра. Кроме программирования, я люблю спорт, бег, лыжи, качалка, ролики. Люблю в компьютерные игрушки поиграть, танки, авиасимуляторы и так далее. Подписывайтесь на наш канал, приходите в комьюнити школу и становитесь программистами. Как ты? Ваше здоровье.